Собралась братва шахматная в шахматы поиграть, приехали в Польшу. Самые известные шахматисты: Кукеш, Синдаров, Нима, Дуда и вот этот вот типаша Радослав Войташек. В первом туре было 3 партии, и я выбрал одну, которую вам сейчас покажу. Радик надвигает пешечку d4, Джавахир выводит своего коня c4, g6. Можно перескочить в староиндийскую защиту после конь c3, слон g7, e4 или в новоиндийку. Что будет избирать Джавахир, будем посмотреть. g3, чтобы закаруанить своего белопольного слона, посматривать на ладейку на поле а8, и Синдаров сразу же молниеносно отвечает c5, переводит игру в такие себе индийские мотивы. Лучший ход, конечно же, запихать d5, забирая пространство в центре, но Радик играет dc, позволяет вывести Джавахиру коня на поле а6, чтобы забрать на c5, и уже в 2 хода конь развит. Конь c3, конь c5, каруаним этого слона, каруанит Джавахир также своего слона, и конь h3. Конь из поля h3 идет на f4, чтобы бороться за центральное поле d5, ведь ход конь f3 перекрывает диагональ этому слону, а на h3 конь никому не мешает, разве что сам себе. Ударили мужики по королям, ушли в рокировку, и Синдаров укрепляет своего коня на поле c5. Конь f4. Продолжается борьба за поле d5, и Джавахир выводит своего слона. Вроде бы как жертвует пешку на поле b7, но не совсем так. Если сейчас сдвинуть пешку на поле b4, последует конь e6. И если сейчас ее тут забрать, тогда ладья b8. И в случае отступления ферзя назад, последует сначала ладья b4. Можно еще закрыть этого слона, но тогда просто конь e4. Пользуемся большой диагональю и слабенькой ладейкой на поле а1. Поэтому, конечно, такую пешку никакой адекватный гроссмейстер забирать не будет. В партии после слон f5 последовало слон e3, и теперь уже угроза забрать коня вполне себе адекватная. Укрепляет Джавахир коня на поле c5, стучит копытами на поле e4, конь e4 и слон e4. Каруанского слона на поле g2 надо бы как-то выменять, чтобы оставить белым слабые белые поля возле белого короля. Потом можно как-то заехать ферзем сюда через h3, можно потом двинуть пешечку. В принципе, что-то похожее в этой партии было. Ты можешь жмякнуть лайк, подписаться на этот канал, ведь дальше у нас через пару туров Джавахир будет встречаться с Кукешем. Не пропусти этого дела. Слон g2, каруанского слона мы обязаны забрать, король сюда и ладья c8. Посматриваем на пешечку c4. Особых слабостей в позиции белых сейчас нет, но будут. Аккуратненько белая ладья подходит на поле c1, чтобы как-то защищать пешечку c4. Угрожает продвижение пешки b4, прогнать этого противного коня и захватить пространство. А самое главное, из поля g7 теперь уже бить некого. Ферзь d7, чтобы использовать слабость белых полей на королевском фланге, зайти туда ферзем. f3, аккуратненько, Радик молодец, укрепляется. Следует e6, что является неточностью. И b3, убрал из-под атаки эту пешку, укрепил пешку на поле c4, все хорошо. Можно задвинуть b6, укрепить взаимно этого коня. Если сейчас забрать этого коня, тогда просто ладья c5 с переводом где-то ладьи сюда g5 и f5 h5 по ситуации. Сейчас Джавахир намутит ему серьезную атаку. Радик замечает слабую пешку на поле d6, подводит сюда аккуратненько ладейку, и при случае можем ее уже забрать. Ладья fd8, Джавахир все защищает. Конь d3, предложение выменять активного скакуна на поле c5, ведь конина неприятная, но съедобная. Отводим аккуратненько своего ферзя из-под этих связок, и теперь, если брать, последует взятие пешкой d, чтобы напасть на этого ферзя. Но любой адекватный шахматист может и долбануть этим ферзем на поле d8, чтобы разменять ферзя за 2 ладьи. Это вполне себе рабочий вариант. Но в партии сейчас последует связка за связкой. Слон g5. Первая пошла, атакует ладейку на поле g8, ладья d7. Уходить из поля d8 надо, закрываться пешкой плохо, так как мы сами ограничим этого слона. И пешку d6 защищать тоже надо.
Ферзь Е3 аккуратненько. Ушли из-под связки. Из-под рентгена. H5 играет Джавахир. Начинается атака. Радик Вайташек видит, что можно как-то подменять этого слона. Залезть сюда ферзем. Подтянуть свою кобылу. Как-то H3, G5. И поставить мат на поле H7. Поэтому задвигает сюда своего слона. Предложение размена. И тонким ходом слон H8. Джавахир убирает его в уголочек. Слон G5. Слон здесь суетится как потерпевший. Король H7 и ферзь F2. Вот с этого хода начинается какая-то непонятная мутка. Вроде бы хочет сыграть Е4, но так до конца партии Е4 он и не сыграет. Слон G7, чтобы взять под контроль поле А6. Слон Е3 и допускает Джавахир ошибку, играет ферзь А6. Тем самым уравнивает позицию в абсолютный ноль. Радик забирает коня на поле С2. Бить пешкой Д нельзя из-за того, что висит ладья на поле Д7. Поэтому надо бить пешкой Б. И можно бы как-то забрать вот здесь слоном. Брать пешкой нельзя. А если забрать ладьей, тогда можно забрать ферзем. Давайте рассмотрим более подробно этот вариант. Ладья С5. Сюда забрал, сюда забрал. И что это получается? Получилось хуйня. Поэтому после взятия пешкой В лучший ход ладья С2, чтобы защитить пешку на поле А2. Джавахир делает тонкие маневры своим ферзем, ведь этот ферзь будет делать дела. Ферзь Е1 куда-то угрожает прыжком Радик на поле А5. Ферзь Б6, чтобы не было ферзь А5, ладья Д3. И начинается суета. Соперники шлифуют линию Д. Сейчас Радик будет атаковать пешку Д, а Джавахир вражеского короля. Опять пододвигает эту пешечку, чтобы надвинуть как-то А4, открыть линию Б, ферзь D1, чтобы на D6 навалиться, и сейчас стоит только поставить ладейку на поле D2, и мы тройной батареей можем продвигать пешечку D6. А4, вскрываем эту линию, ладья С, D2, АБ забрал, и ладья C6. Джавахир внимательно, изо всех сил защищает пешку на поле D6. Но подключается еще слон к атаке. Казалось бы, можно сыграть Е5, но Джавахир не хочет допускать слабостей на поле d5, ведь если сыграть Е5, поле d5 такое себе, дырявое. Поэтому слон F8, пешечку на d6 защищаем, и слон Е5. Смотрите, какие понты от Радика. Нет, ты не заберешь слона, не заберешь, так как я ударю твою ладью. На самом деле, Радик собирается как-то переводить своего ферзя, например, G1, Е3 и G5, чтобы поставить на F6 и угрожать матом. Но это слишком долго. Быстрее смотаться в Ташкент пешком, чем переводить этого ферзя. Но давайте смотреть, что здесь будет. Ферзь b8 играет Джавахир. H3 аккуратненько, непонятно зачем. И ладья А6. Вот как жертва стала охотником. Линия А шлифуется благополучно. Сейчас уже черные ладьи сюда войдут и будут вызывать диарею у белого короля. G4, Вайташек в надежде вскрыть линию H, да чтобы запустить сюда своего ферзя, да шах дать, да потом на H8 мат поставить. Но нет. Ферзь D8, ферзь G1 начинает исполнять свой план. План дорога жизни и дорога мата. Продвигает Джавахир пешечку вперед, передумал этот проводить свой план, говорит: давай, я на d5 у тебя сейчас все заберу. Но Джавахир находит интересный ход, слона 6 атакует ладейку на поле d2, теперь надо смотаться с поля d2, иначе если будешь тут бить, я сначала качество заберу. Ладейка смоталась, d4 Джавахир пихает, и теперь серьезная угроза поставить своего слона сюда, ферзем подъехать на поле h4 и на f2 сделать братану фиаско. Умелым ходом Вайташек подвигает своего пехунделя на поле b4 в надежде, что Джавахир здесь заберет, и он с фанфарами затырит пешку на d4. Ладья d на a7. Вторжение ладьи сейчас будет происходить на a1, на a2, ведь слон с e5 уже полупокер, ничего хорошего не умеет. Поэтому ладья b2, чтобы на ладья a1 сыграть ладья b1 отбиться. Следует ферзь g5, нападение на слона. И Вайташек допускает грубый зевок в этой партии. Джавахир выпускает победу на этом моменте. Уравнивается позиция. Как же можно было бы здесь победить? Можешь посмотреть на доску и найти план. План найти не так просто. Но если ты найдешь хотя бы первый ход, ты красавчик. Можешь лайкнуть это видео, я тебе сейчас все покажу. И не проходи мимо, оформляй свою царскую подписку. Побеждала в этой партии
h4. Если сейчас слон отступает на поле h2, следует просто ладья a1. Атакуем этого ферзя. Если ферзь уйдет, например, на поле b3, последует ферзь c1 с матом на поле f1. Поэтому ферзя надо ставить поближе, чтобы в случае ферзь c1 просто его ударить. Но тогда последует ладейка на c1. Прогоняем этого ферзя. Ферзь все равно уйдет сюда. И тогда входит вторая ладейка на поле а1. По первой горизонтали все горит синим пламенем. Если здесь как-то сыграть f4, черные спокойно могут предложить вилку на поле g5. Если на эту вилку повестись и забрать вот здесь, тогда ферзь f1 просто мат. Вот такой возможный сценарий Джавахир игнорирует. Вместо этого забирает пешку на поле b4. Ладья b4 и ферзь c5. Атакована ладья, атакована пешка. Слон может войти на e3 когда-то с кайфом. Ладья b1 и слон e3 уже вошел на e3. Угрожает продвижение ладьи на вторую горизонталь. Это, кстати, критические поля. Седьмая горизонталь, вторая, первая. Это все очень неприятно, если засунуть туда ладейку. А лучше две. Слон f2. Войташек предлагает поменяться. И с радостью Джавахир тырит на поле f2. Ведь дальше будет больше. Сначала запрыгивает ладейка на a2. С ошибкой лучше было бы сыграть просто ферзь e5, чтобы как-то вот здесь исполнить угрозу войти ферзем во вражеский чресел. Ладья а2 все же в партии было, и этот забирает пешку на поле h5. Ферзь h5, ферзючка подтягивается к полю h3, ладьей тырит на поле d4, допускает взятие пешки h3, в надежде, что после взятия на h3 ферзь h1 сыграть и просто разменять этого ферзя. Но Джавахир не идет на такие авантюры. Он собирается сразу войти своим ферзем на поле h2 и устроить адское месиво белому королю. Шах сюда, ошибка. Король g7 сильный ход, чтобы не попадать под сопутствующие шахи. Ладья e4, и здесь все, фиаско. Вторая ошибка, это уже как у сапера. Ошибается один раз. Ну, это дважды ошибся. Первый раз слегка задело, второй раз задело посерьезней. Шах на поле h2 получил, король сюда смотался, и e5, чтобы как-то потом f5 задвинуть, поймать эту ладейку. Можно сказать, что у белых цух-цванг. Лучший ход это просто сразу ладья e3 отойти, но этот подвинул пешку на поле c5, усугубляя свою ситуацию. Лучший ход это дать шах, но у Джавахира остается 20 секунд на часах. Он играет ладья а1 в надежде, что этот заберет Радик. Этот заберет тут, сюда, и шах ферзь h1 забрал этого ферзя. Но после ладья а1 Радик играет ладья b4. Молодец, лайк за такой бриллиантец. И после хода ферзь h1 белые сдались. Выясняется, что на отступление этого короля последует просто взятие ферзя. И теперь, если бьешь ферзя, ты остаешься белыми просто без ладьи. Лайк, подписка. Смотри также вчерашнее видео, где Надирбек Эригаси шуганул. Этот на шухере стоял.